Всем привет! Меня зовут Лиза, и сегодня мы поговорим о создании вязаных игрушек. В этом выпуске я решила рассказать о материалах и инструментах, которые использую в создании вязаных персонажей – зайчиков, мишек, котиков и других. Я собрала целую коробку материалов. Здесь у меня и крючки, и всякие маркеры, и бубенчики, колокольчики, которые оставляю в погремушке. Также я поделюсь с вами различными ссылками на Озон и Wildberries, где я эти товары покупала, и расскажу о пряже, которую использую. Ну что, приступим? Начнем разговор с основного, а именно с пряжи, которую я использую. Первая пряжа, с которой я познакомилась, это была пихорка детская новинка. Покупала ее оптом на Озоне, тогда один моточек стоил около 50 рублей. Но, к сожалению, эта пряжа 100% акрил, и она не всегда подходит для погремушек, которые ребятки будут брать в рот, и она немного скрипит при вязании. Именно поэтому, насмотревшись различных каналов и вязовлогов, я пришла к Yarnart Jeans. Это моя любимая пряжа на данный момент, она очень мягкая. В ее составе 45% акрила, 55% хлопка. Она идеально подходит для погремушек, пинеток, игрушек, и из нее очень приятно вязать. В сравнении с пихоркой она, конечно, выходит дороже. При покупке оптом я плачу около 100 рублей, 95 рублей за моточек, но если в розничный магазин пойти, то такой моток будет стоить около 140 рублей. Иногда я вяжу и из плюша, и моя любимая фирма это Yarnart Dolce. Но я уже успела попробовать Yarnart Dolce старой коллекции, Himalaya Dolphin Baby, Lavita Yarn Velour и Himalaya Velvet. В самом деле я в плюшевой пряже особо не разбираюсь, просто сохранила этикетки на память, поэтому тут никаких особо рекомендаций давать я не буду, так как далеко не специалист в этой сфере. Вот в таком замечательном школьном пенале у меня хранятся все мои крючки. Первое, с чего я начинала, и думаю, многие вязальщицы начинали с этого, это простые металлические крючки разных размеров. Некоторые из них я покупала в фикс-прайсе, некоторые в специализированных магазинах, но у всех у них я выявила один большой минус, что при долгом соприкосновении металл, особенно у тонких крючков, выгибается, и это не очень удобно. И рука при таких крючках достаточно сильно устает, по крайней мере у меня. Поэтому по советам вязальщиц я перешла на крючки со специальными ручками. Одними из первых у меня появились вот такие двухсторонние крючки. При достаточно бюджетной стоимости 120 рублей вы получаете сразу два размера, например 3 и 4 мм с двух сторон. Но у этих крючков тоже есть своя специфическая особенность. Я знаю, что кто-то держит крючок вот таким образом. И тогда при вязании вот эта часть вам будет утыкаться в руку, что очень неудобно. Я вяжу вот так, держу крючок как ручку, поэтому мне эта часть абсолютно не мешает. И я могу вязать как одной стороной, так и другой. И мне очень удобно, что у них треугольная форма ручки. То есть я могу спокойно разместить все три пальца. Но по истечении времени у этих крючков ручка начинает ездить. Наверное, это можно как-то решить с помощью клея, но я этим заниматься не стала и приобрела себе новые крючки. Сначала это был крючок с пластиковой ручкой. Как понимаю, он пытается закосить под качественный крючок кловер, но буквально через 2 дня вязания он начал вот так вот ездить. И это абсолютно невыносимо. Можно, наверное, опять же капнуть туда клея, но кому это надо. И сейчас я стала покупать крючки с вот такой прорезиненной ручкой. Мне они очень нравятся. Это сейчас два основных моих крючка. 4 мм для плюша и 2 мм для хлопка и полухлопка. Мне нравятся вот эти ямочки, благодаря которым мне удобно держать крючок. Он никуда не ездит, ничего с ним не происходит. Заказывала я их на сайте Art.ru вместе с пряжей. И стоили они что-то около 100-200 рублей, ну 150, наверное. Таким образом, из всего этого многообразия 90% времени я вяжу только вот этим красавчиком. Остальные просто лежат на запас. Далее большинство моих материалов хранится вот в таком чемоданчике волшебном.
И сейчас мы посмотрим его поближе. На самом дне контейнера располагаются различного вида глазки. Это обычные бусинки. Я думала, что буду вязать брелочки и пришивать их, но пока до этого руки не доходят. И я использую глазки на безопасном креплении. Вот эта пластиковая заглушка из белого пластика мне чрезвычайно трудно зажимается. У меня не хватает силы, очень часто я прошу помощи у мужа. И нашла глазки вот с такой заглушкой. Она из менее плотного пластика. И мне удалось урвать на Озоне вот такой замечательный набор. Здесь глазки разных размеров, от 6 до 12 мм. Также есть сантиметровые глазки, у которых цветной зрачок. И есть различные носики. Есть носики для собачек, розовые носики для кроликов и обычные стандартные носы. Отдельно к этому контейнеру идут заглушки двух размеров, крупные и маленькие. И в целом я этим набором довольна, но носики пока не использую. И, конечно, в моем арсенале есть глазки с блестками для игрушек покрупнее, а именно для игрушек из плюша. Я их очень редко использую, но тем не менее они в наличии. Практически все глазки я дополнительно прижигаю зажигалкой, поэтому она также в этом чемоданчике хранится. Для работы с нитками я использую вот такие ножницы от Maxwell. Они предназначены специально для ткани, поэтому и нитки режут тоже замечательно, не приходится их специально точить, и они ничего не цепляют. Для того, чтобы обозначать места вышивки глазок или носика, я использую самоисчезающий маркер для ткани от Gamma. Также покупала его в розничном магазине. Также в процессе вязания я использую специальные маркеры для рядов. Тут их называют счетчик, маркер, какой-то отметочкой. Иногда их кладут в подарок к пряже. Мне очень нравятся вот такие маленькие, но у них есть минус в том, что когда ты иногда закрываешь их силой, они могут вот в этом месте трескаться, поэтому у меня их уже не так много, как было изначально. Есть вот такие маркеры, которые нужно заправить за петлю, провернуть, и не нужно ничего закрывать, поэтому они не ломаются. Но я их использую только для плюшевой пряжи, потому что они достаточно сильно из-за своей толщины поднимают петельку. Ну и вот такой маркер используется обычно при вязании спицами, он очень тоненький и практически незаметный, напоминает чем-то булавку. Говоря о булавках, я использую обычный такой стандартный набор. Мне нравится, что не нужно придумывать для них дополнительное место хранения. Они все смотрятся красиво и аккуратно. Их я использую в процессе сшивания игрушки для прикрепления деталей симметрично. Непосредственно для сшивания деталей необходимы иголки. И я заказала себе целый набор пластиковых игл, но разочаровалась в них. Во-первых, крупные иголки, у них имеется очень длинное ушко. Возможно, для плюша они подходят идеально, но для полухлопка они делают огромную дырку в месте их введения. Мне очень нравились первое время вот такие малюсенькие иголочки. Вот это вообще был мой фаворит, так как у нее вот здесь есть изгиб, который помогает ввести по дуге иголку. Но у них есть один минус. При использовании от нитки само ушко раскалывается. По крайней мере, у меня иголки 3 или 4 все с такой проблемой. Может, я сильно тяну нить, не знаю. Поэтому я ушла от пластиковых иголок и пришла к обычным металлическим крупным иголкам. И поэтому вот такой красавицей я сшиваю все свои игрушки. Возможно, она коротковата, но меня все устраивает. Для маленьких игрушек она подходит, на мой взгляд, идеально. Также у меня всегда под рукой нитка с обычной стандартной иголкой, которую использую для пришивания мелких деталей, если такие имеются. Например, пуговки. Вот такой набор пуговок с замечательной надписью Handmade with Love я заказывала также на маркетплейсе, используя их для различных костюмчиков. Например, для оформления комбинезона у Мишки. Теперь поговорим о фурнитуре для погремушек. Важным элементом является гремелка. Вот такие пластиковые гремелки тоже продаются на маркетплейсах. Я заказывала 5 штук вместе с колечком. 5 гремелок
5 колечек. Колечки у меня есть двух видов. Одни 6,5 см в диаметре, одни 5 см для игрушек поменьше. Также на пробу я заказывала на Алиэкспрессе буковые грызунки. Хотела к ним прикрепить обвязанные бусины, но пока до этого руки не доходят, поэтому я их использую как атрибутику для фотографий. Конечно, хотелось бы сделать себе такую коллекцию и зайчиков, и лошадок, котиков, чтобы было разнообразие в ассортименте, но это будет в будущем. На начальном этапе гремелку можно заменить подручными средствами. Например, в своих первых погремушках я использовала вот такие контейнеры. В них можно засыпать какие-нибудь пуговки или, например, крупу по типу гречки и основательно проклеить донышко и поместить такую гремелку внутрь погремушки. Также можно использовать различные бубенчики, которые пришиваются как снаружи игрушки, так и вставляются внутрь, но внутри они будут немножко глуше звучать, это нужно учитывать, но тем не менее это тоже такой интерактивный элемент на игрушке. И последний в этом списке, но не по значению материал, это, конечно же, синтепон, или как его называют, синтепух, который я использую для набивания своих игрушечек. Я заказывала его оптом на Озоне, пришло целых 2 килограмма, как оказалось, это целый мешок огромный, и сейчас у меня как будто бы бесконечный запас этого синтепона, поэтому я о нем не беспокоюсь. Вот такое большое число инструментов и материалов необходимо для создания игрушек. Я перечисляла только то, чем пользуюсь в реальности, но на самом деле стоит помнить, что можно обойтись и меньшим количеством. Так, например, на ежедневной основе я использую всего 4 инструмента. Это, конечно же, свой любимый крючок, ножницы, иголку для сшивания деталей и маленький маркер. Больше ничего не нужно, за исключением пряжи. Поэтому, если вы хотите начать вязать игрушки, не пугайтесь такого числа материалов, а начинайте с малого. Приобретите крючок и моток пряжи и стартуйте. А я желаю вам дополнительного вдохновения и мотивации, и до новых встреч!